Добрый день, друзья! Как часто мы с вами сталкиваемся с уцененными орхидеями? Да, наверное, часто. А как ее выбрать, когда в магазине орхидея простояла уже 2-3 недели, а то и месяц? Ее поливали. Как ее поливали, нам с вами неизвестно, теплой или холодной водой. Чаще такие уценки стоят, потихонечку умирают в магазинах, и нам с вами хочется ее или спасти, или действительно цена очень приятная для того, чтобы купить такую орхидейку. Например, я вот такую уценку недавно купила за 150 рублей. Но уценки тоже рознь. Когда вы приобретаете уценку, надо обязательно внимательно осмотреть шею орхидеи. Обычно уже и пакета целлофанового этого нет, упаковочного. Да и можно его снять уже, посмотреть, когда покупаете уценку. Нужно обратить внимание, первое, что обратить внимание, конечно, на шею орхидеи. Сейчас я все по порядку объясню. Я купила такую уценку от GMP. Орхидея беленькая, цветочки у нее еще остались здесь в горшочке, но даже с названием. У нее было 3 цветоноса. Давайте я потихоньку буду разбирать и рассказывать вам. У этой орхидеи было 3 цветоноса. Вы представляете, как орхидею выгоняли для того, чтобы нам продать. Один цветонос кажется полноценным, 2 цветоносика такие маленькие. Вот эти 2 такие маленькие, хиленькие. Но у нее еще был еще один цветонос, он уже обрезанный, вот он. То есть был еще и 4-й цветонос. Вот когда берете уценку, первое, что мы обращаем внимание, это на шею орхидеи. Если на шее присутствует какая-то гниль, а в горшке даже у уценки шикарные корни, не надо брать такую орхидею. С такой гнилью справиться очень сложно. Со стволовой гнилью это практически невозможно. Когда нет корней, когда совсем нет корней, это тоже очень-очень сложно. То есть мы теряем практически всю орхидею, начинаем наращивать ей корни, и то есть мы настолько делаем омоложение этой орхидеи, что практически мы выращиваем новую орхидею. Это тоже очень сложно. Особенно для новичков. Не ведитесь, новички, на такие дешевые орхидеи. Если хотите действительно попробовать свои силы, получится у вас или нет, тогда да. Если не уверены в своих силах, что сможете нарастить корни, что сможете как-то с этой орхидеей повзаимодействовать так, чтобы она выросла, но это будет очень длительный процесс, получится он у вас или нет, это непредсказуемый вариант. В орхидее может проявиться после месяца нахождения в магазине без света, с неправильным поливом, с каким-то... Рядом стоят еще цветы, которые могут чем-то ее заразить. Не берите такую орхидею. Всегда взвешивайте свои силы. Ну и то, что я говорю, первое мы обращаем, конечно, на основание орхидеи. Пусть тут вот и коры уже нет, и торфяной стакан виден, и корни гнилые. Прямо много гнилых корней у орхидей. Вот здесь есть отсушка листа. Вот такие старые отсушенные листики мы обязательно убираем для того, чтобы добраться и посмотреть, что же там с шеей-то на самом деле. Ну, вот сейчас мы с вами и посмотрим. Убираем вот эти чешуечки от старого листика. Сейчас еще срежем все цветоносы. Ну, вроде ничего там такого страшного нет. Срезаем цветоносы, чтобы нам было удобно смотреть за орхидеей. Цветоносы все сухие, обрабатывать здесь ничего и не нужно. Если
Вот у этого цветоноса есть еще живая ткань, поэтому этот цветонос на срезе я обрабатываю перекисью водорода, просто капелькой. Остальные два сухих. Дальше смотрим, что в горшке. Я очень люблю те уценки, у которых от основания есть 1-2 вот таких толстых верхних корня. Потому что велика вероятность того, что от этих корней начнется рост новых молодых корешков. А такие корни, которые мы видим из горшка, гнилые, естественно, мы их убираем. Даже вот на этом корешке вот есть маленькая сухая часть. Я ее тоже обрезаю, ну почти до живой ткани. Здесь тоже получилось обрезать до живой ткани, поэтому обязательно обрабатываем. Это старый сухой листик. И вот эти два корешка, которые торчат из грунта сухие, я тоже убираю. Сейчас еще здесь есть небольшие корешки сухие, их тоже можно отрезать. Смотрю на грунт. Грунт труха, конечно. Стакан у нас здесь виден. Шея вроде в чистом, неплохом состоянии. Протираю листики. Сегодня я буду протирать листики орхидеи с табачным мылом. Еще можно зеленое взять или дегтярное. Любым. Но именно тем мылом, которое предназначено для цветов. На объем 200 мл воды нужно взять чайную ложечку. Но я это сделаю на глаз, потому что я это очень часто делаю. И чистым ватным диском хорошо протираю все листики растений. Есть вот такие механические повреждения на листике. И на листике присутствует небольшая желтизна. Вот здесь какой-то был паучок на листике. Вот это все механические повреждения. Сломанный листик. Здесь уже все зажило, поэтому не стоит это все обрабатывать, да и не нужно. Сейчас, если вам будет видно, у GMP появилась... вот здесь, наверное, будет видно. Сейчас как-то так надо показать вам. Непонятное что-то для меня. Вот видите, под листиком вот такой желтый налет. Вот на камеру сейчас покажем. Этот налет есть и в середине растения. Практически под каждым листиком что-то у GMP появилось такое, что я не могу определить даже, что это. Я уже на ватную палочку попыталась понюхать, попыталась замочить в воде. Очень похоже на мелкую корицу. Но запаха я не почувствовала, поэтому я не могу утверждать, чем-то они обрабатывают. От чего и зачем мы с вами никогда не узнаем. Ну, вот такой налет, похожий на корицу, появился сейчас на орхидеях именно от производителя GMP. Ну, когда я протираю орхидею, я стараюсь это все убрать. Ну, по мере возможности. Невозможно там залезть в пазуху растения, конечно, не повредив это. Не нужно, без фанатизма это нужно делать. А листики все протерли. Внимательно осматривайте листья на предмет вредителей. Таких видимых вредителей. Щитовки, мучнистого червеца. Вот видимых вредителей, липких пятен. Кроме вот такого повреждения,
Ничего на орхидее нет. По возможности протираете и основание орхидеи. Но только все надо делать аккуратно, для того, чтобы не повредить саму орхидейку. Да, садовники, производители, они перед отправкой орхидеи обрабатывают обязательно каким-то химикатом от вредителей. И для чего я вам показываю такую оценку? Ну, во-первых, как я ее выбираю, как я ее покупаю. А во-вторых, мне не хочется сейчас разбирать эту орхидею и показывать вам, что надо ее ставить на наращивание корней, потому что корневая система здесь никакая. Есть видимые живые корни, есть несколько хороших корней сверху. Давайте с вами еще раз попробуем вот в таком состоянии оставить орхидею, дать ей возможность адаптироваться и посмотрим, начнет ли орхидея в этом старом своем ужасном грунте с такими гнилыми корнями наращивать новые хорошие корни. Единственное, что показываю вам сразу, вот здесь есть небольшое черное пятнышко непонятного совершенно происхождения. За этим пятнышком я буду наблюдать. Если мне что-то не понравится, я именно вот это пятнышко намажу неразбавленным Максимом. Это все, что я хочу сделать с этой орхидеей. Мы с вами уже проводили такой эксперимент. Он у нас был удачный. Вот эта орхидея, которую мне перед 8 марта отдали. Мы до сих пор не знаем, как она цветет. Она простояла у меня 2 месяца, начала растить. Тоже с гнилыми была корнями, тоже вот так же болтался торфяной стакан. Я ее не трогала, ничего с ней не делала, периодически вам ее показывала. Ссылочки на все показы там я оставлю, мы же ее уже пересадили. Я оставлю в правом верхнем углу экрана и обязательно под видео. Просто еще раз хочу вам показать эту орхидейку. Последний раз, когда мы с вами ее обрабатывали фундазолом, потому что когда начали пересаживать, там была масса не гнилых, а красных корней. Ну, гнилые корни мы все убрали, она начала растить новые. За то время, пока я вам не показывала, вот вырос корешок. И вот там в глубине, под вот этой керамзитинкой, виднеется еще один корешок. Не будем ее тревожить. 2 раза мы обработали фундазолом. Орхидея пока продолжает растить корни, листиков не видно, но мы следим за ее историей. Давайте еще одну орхидею. Я специально ее купила для того, чтобы на еще одной орхидее поэкспериментировать. Мешают ли гнилые корни росту орхидеи? Точно так же буду поступать, поливать по краю горшка, хорошо просушивать грунт и смотреть, что происходит с орхидеей в ужасном грунте с ужасными корнями, гнилыми корнями. И буду внимательно наблюдать за самой орхидеей. Сейчас вам показываю тургор у листьев. Вот 4 листика, замечательный. Если орхидея не будет терять тургор листиков, я на наращивание корней вынимать ее, разбирать из этого горшка не буду. Если вдруг что-то пойдет не так, мы с вами обязательно разберем эту орхидею и посмотрим, что у нее за корни в горшке. И тогда примем решение. Но сейчас ее оставим вот так в покое, поливая по краю горшка. Никаких на данный момент удобрений для этой орхидеи быть не может. Я ее купила буквально несколько дней назад. Поставлю ее сейчас на карантинную. Ну, у меня карантинная полка теперь. У меня есть не карантинный подоконник, а карантинная полка. Отдельно. Там у меня стоят и новые орхидеи, которые я купила. Ну, хотя бы месяц выдержать, понаблюдать, есть вредители или нет, хотя видимых нет. Но мучнистый червец очень коварный. И когда орхидея с месяц провела в магазине, заражение мучнистым червецом вполне вероятно. А он так глубоко прячется в пазухах листьев, что его можно заметить через месяц и через 2. Поэтому
стоят у меня такие новые покупки на отдельной полочке, я за ними наблюдаю, а за этой будет наблюдение вдвойне. Здесь я буду наблюдать еще и за листиками обязательно. И посмотрим через какое-то время, что у нас опять получится. Но теперь вы знаете, какую уценку стоит приобретать, а какую нет. Гнилые корни – это не самое страшное при покупке уценки. Есть хотя бы 1-2 хороших вот таких корешка. У такой орхидеи есть потенциал к жизни. Самое главное, чтобы не было гнилого ствола. Нигде. Вот за этим смотрите очень внимательно. Ну что, ставим очередной эксперимент. Наблюдаем теперь за этой белой орхидеей, да еще и с названием. Хотите узнать продолжение истории об этой орхидее? Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Вы узнаете всю историю об этой орхидее. Но и об этой, конечно, я ее буду вам обязательно периодически показывать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!